Привет, Арми. Приготовьтесь, мир фандома снова в смятении. Шокирующие новости о Ким Тэ-хёне и Чон Чин-гуке вновь заполонили социальные сети после того, как несколько корейских и международных СМИ, как сообщается, открыто обсуждали их близкие отношения. А фраза «Чигук против Тхэкука» мгновенно заполонила ленты Twitter, TikTok и Уиверс, разделив фандом на два одинаково страстных лагеря. Пришло ли время для Тхэкука получить настоящее признание в СМИ? Или это просто совпадение, подогреваемое домыслами фанатов? Одно можно сказать наверняка: молчание двух участников BTS только добавило загадочности, и фандом постоянно ищет смысл в каждом взгляде, каждом слове и каждом загадочном посте, который они оставляют. Давайте вместе разберемся, как появился этот слух, что на самом деле говорят СМИ, и почему вечная война Тэ-хёна и Чжикёна вновь разгорелась в мире ARMY. Несколько корейских развлекательных СМИ начали обсуждать близкие отношения Ким Тэ-хёна и Чон Чин-гука. Эти два участника BTS были горячей темой для обсуждения среди поклонников с момента их дебюта. С самого начала, где бы их ни видели вместе, будь то на концертах, за кулисами или даже в закрытых прямых трансляциях, фан-сообщество всегда разделялось на тех, кто считал их близость просто дружбой, и тех, кто верил в нечто большее. Но на этот раз шумиху вызвали не только видеоклипы или анонимные слухи на форумах. Несколько крупных международных СМИ и корейских развлекательных порталов начали открыто обсуждать их отношения. В одной статье даже писалось: взаимодействие Ким Тэ-хёна и Чон Чин-гука выглядит таким естественным, таким комфортным, как будто два человека понимают друг друга далеко за пределами объектива. Все началось с простого инцидента. Чингук только что закончил прямой эфир на Уиверс, вечер, наполненный смехом, музыкой и теплым общением с фанатами. Вскоре после этого Тэ-хён опубликовал короткую историю в Instagram, размытое фото сеульского городского пейзажа с загадочной подписью: «Ты выглядишь уставшим, но все еще улыбаешься. Я знаю, что это значит». Арми сразу же сопоставили время публикации с моментом, когда Чингук выглядел слегка уставшим, но все еще улыбался фанатам во время своего прямого эфира. Вот тут-то и возникла теория: написал ли Тэ-хён это для Чингука? СМИ быстро подхватили эту тему. Заголовки вроде «Загадочный пост Тэ-хёна после прямого эфира Чингука на Уиверс», «Совпадение или скрытое послание» стали широко распространяться, и когда об этом написало одно издание, другие быстро последовали его примеру. Всего за несколько часов Тэ-хён и Чингук стали лидерами трендов в 25 странах. Тем временем поклонники пары Чимин Чингук были обеспокоены. Они чувствовали, что СМИ торопятся с выводами и что близость между участниками группы не следует воспринимать как романтику. Но, с другой стороны, многие поклонники Тэ-кука чувствовали, что это начало признания, которого они ждали годами, это больше не совпадение. Тэ-хён всегда проявляет свою привязанность тонкими способами, написал один из крупных аккаунтов в Twitter. После того, как проблема всплыла, появились еще дополнительные доказательства, которые якобы подтверждали слухи о Тэ-куке. Корейский аккаунт выложил старое видео, на котором Чингук смотрит на Тэ-хёна за кулисами. Свет, легкие улыбки и то, как они общались без слов, все это казалось слишком напряженным для простых коллег. Обратите внимание, как Чингук смотрит вниз, когда Тэ-хён смотрит на него. «Это ненормальный жест», — гласила подпись к видео. Видео стало вирусным, набрав миллионы просмотров, и на YouTube и TikTok появилось множество комментариев фанатов. На этом дело не закончилось. Корейский журналист из индустрии развлечений также опубликовал загадочное сообщение в своем личном аккаунте: «В мире К-поп некоторые вещи более реальны, чем кажутся. Иногда любовь не нуждается в признании, чтобы почувствовать ее». Поклонники тут же заполонили раздел комментариев, гадая, кого имел в виду журналист, хотя он не назвал имен. Слово «Тэ-кук» быстро появилось в ответах. Некоторые даже утверждали, что представители модной индустрии видели их вместе на небольшой вечеринке в Сеуле после Парижской недели моды. Ходили слухи, что Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук приехали по отдельности, а уехали вместе на одной машине. Четких фотографий не было, только свидетельства очевидцев и похожие тени, которые, как говорили, напоминали этих двоих. Тем временем поклонники Джикук чувствовали себя под атакой. Для них каждый раз, когда всплывали слухи о Тэ-куке, фандом превращался в арену военных действий. Они чувствовали, что отношения Чимина и Чингука часто неправильно понимали или игнорировали, как будто СМИ хотели выставить Тэ-хёна и Чингука на показ только за их внешность и популярность. Один из поклонников Джикук написал на форуме: «Мы не хотим войны.
Мы просто хотим, чтобы люди перестали использовать их общение как кликбейт. Они все близки, но фандом продолжает создавать любовную историю. Но чем больше они пытались успокоить ситуацию, тем больше пользователей обвиняли их в ревности или отрицании реальности. Чимин и Чингук расстались. Проснись. Чингуку комфортно только с Тэхёном, парировал один из поклонников Тикук в другом комментарии. Ситуация обострилась еще больше, когда одно корейское СМИ опубликовало статью под названием «Слухи о близости Тэхёна и Чингука разделяют фанатов. Война между Чикуком и Тэкуком снова накаляется». Статья еще больше накалила обстановку. Фанаты Чикука обвинили СМИ в намеренной игре на эмоциях фандома, в то время как фанаты Тэхёна и Чингука восприняли это как способ самоутверждения. В одночасье сообщество ARMY превратилось в арену для открытых дискуссий, но среди этого безумия часто забывают об одном – BTS – это семья. Чимин, Чингук и Тэхён выросли вместе под одним и тем же давлением. Они прошли подростковый период под пристальным вниманием общественности, учась жить в мире, который постоянно осуждал каждый их шаг. Чингук однажды сказал в интервью: «Мои хёны для меня как дом. С ними я могу быть собой». Тэхён также написал на Уиверс: «Нас часто не понимают, но я знаю, кто на самом деле меня знает». Некоторые фанаты часто считают эти слова секретным кодом, но по сути это всего лишь проявление честности. Их жизнь – это не только любовь и слухи, но и искреннее и глубокое братство. В заключение, официального подтверждения слухов об отношениях Тэхёна и Чингука от BTS и HYBE не поступало. Тем не менее, СМИ действительно стали более открыто говорить об их близости, особенно после того, как их несколько раз видели вместе на частных мероприятиях, концертах и в небольших контактах, снятых на камеру фанатами. Означает ли это, что СМИ признают Тэгука? Не обязательно. Но очевидно, что публика теперь более охотно обсуждает то, что когда-то считалось табу – личные отношения между участниками BTS за кулисами. Тем временем несколько международных СМИ опубликовали более нейтральные статьи, например, «Граница между дружбой и привязанностью в BTS всегда размыта, и именно в этом заключается сила их связи». Возможно, в этом и заключается их очарование. Тэхёну и Чингуку не нужно объясняться друг перед другом. Один взгляд, одна усмешка, и мир сходит с ума. После всего хаоса и Тэхён, и Чингук казались спокойными. Они продолжали заниматься своими делами и приветствовать фанатов, словно их это нисколько не смущало. Чингук написал на Уиверс: «Я много читал, но просто хочу, чтобы вы знали, что со мной все в порядке. Не волнуйтесь, хорошо?» Тем временем в музыкальном эфире Тэхён лишь слегка улыбнулся, когда ведущий упомянул имя Чингука. И вот, ARMY, мир фандома снова потрясли два имени, которые неизменно затмевают всех – Ким Тэхён и Чон Чингук. Слухи, теории и фанатские рассуждения могут появляться и исчезать. СМИ могут писать и интерпретировать их с разных сторон, но одно остается неизменным – невероятный магнетизм между ними, связь, которая даже без слов может потрясти весь мир. Действительно ли это признание СМИ? Или это просто еще одна глава в бесконечной истории под названием «Тэкук»? Никто точно не знает, потому что только они двое знают правду. Пока фандом продолжает спорить о любви и дружбе, одно остается неизменным – связь Тэхёна и Чингука была бесценной частью пути BTS, то, что нельзя измерить слухами, но можно почувствовать через теплоту, смех и единение, которые они постоянно демонстрируют. Итак, независимо от того, на стороне ли вы Тэкука или Чингука, одно важное послание остается неизменным. BTS – это семья и их любовь, в какой бы форме она ни принимала. Это то, почему мы все еще здесь, вместе, и любим их всем сердцем. Now we ain't getting posterized, we out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up.